Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, которую обычно называют полдоллара Rhode Island 1936 года. Интересно, что хотя монета посвящена основанию Провиденса, само слово «Провиденс» на ней отсутствует. В нем есть сильная тема, красивая символика и одновременно след коммерческого ажиотажа. Дорогие друзья, вновь приветствую вас на канале Заметки нумизмата. Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных полдолларах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, которую обычно называют полдоллара Rhode Island 1936 года. На первый взгляд это может показаться еще одним региональным выпуском середины 30-х годов. Но за этой монетой стоит важнейший исторический сюжет: основание Провиденса, фигура Роджера Уильямса, тема свободы, совести и один из характерных эпизодов ажиотажа вокруг памятных монет США. Полдоллара Rhode Island был выпущен в 1936 году и посвящен 300-летию основания города Провиденс. Именно здесь, в 1636 году, Роджер Уильямс основал поселение, ставшее одним из символов религиозной свободы в ранней американской истории. Важно понимать, эта монета посвящена не вступлению штата в состав США и не военному юбилею. Ее тема гораздо тоньше – возникновение общины, построенной вокруг права человека жить по совести. Роджер Уильямс был английским религиозным мыслителем и проповедником. Он сказался в конфликте с властями Массачусетской колонии, потому что выступал за разделение церковной и гражданской власти, против принудительного религиозного единообразия и за более справедливое отношение к коренным народам. После изгнания из Массачусетса Уильямс основал Провиденс как убежище для людей, которые не хотели подвергаться преследованию за свои убеждения. Поэтому перед нами не просто сувенир к памятной дате, а небольшой серийный памятник одной из ключевых идей американской политической культуры – свобода совести. Максимально разрешенный выпуск составлял 50 тысяч монет. В отличие от многих других памятных выпусков, значительная часть которых возвращалась на переплавку, полдоллара Rhode Island был полностью распределен. Монеты продавались по $1 за штуку, то есть в 2 раза дороже номинала. Rhode Island – это не один выпуск, а фактически набор из 3 монет. Они чеканились на 3 монетных дворах – Филадельфия, Денвер и Сан-Франциско. Филадельфийские экземпляры не имеют знака монетного двора, а монеты Денвера и Сан-Франциско несут обозначения D и S. Эти знаки расположены на аверсе, под стеблем кукурузы. С учетом экземпляров для пробирной комиссии, Филадельфия выпустила 20 тысяч 13 монет, Денвер 15 тысяч 10, а Сан-Франциско 15 тысяч 11 экземпляров. Художественное оформление выполнил Джон Бенсон и Артур Керри. Их работа получилась необычной. Монета не похожа ни на строгую манеру Чарльза Барбера, ни на более торжественные памятные выпуски 1920-х и 30-х годов. Она выглядит графично, условно и немного современно для своего времени. На аверсе изображена сцена прибытия Роджера Уильямса. Он находится в каноэ и встречается с представителем народа Наррагансет у скалы Слейт-Рок. Уильямс держит Библию, а поднятая рука читается как жест приветствия и мирного намерения. На берегу стоит представитель коренного народа, также протягивающий руку навстречу. На заднем плане виден восход солнца, а слева расположен стебель кукурузы, отсылка к земле, поселению, мирному обмену и новой жизни. Эта сцена показывает идеальный образ основания Провиденса, не завоевание и не торжество силы, а встреча, диалог и поиск убежища. С современной точки зрения такой образ выглядит сильно идеализированным, ведь история отношений европейских переселенцев и коренных народов была гораздо сложнее. Но для юбилейной монеты 1936 года авторы стремились показать Уильямса человеком, пришедшим не с мечом, а с верой, словом и идеей свободы. Реверс украшает стилизированный щит штата Rhode Island с якорем и девизом Hope. Слово Hope оставлено в английском виде, потому что оно находится на самой монете. Якорь – главный символ Rhode Island, а девиз надежды становится смысловым центром оборотной стороны. Интересно, что хотя монета посвящена основанию Провиденса, само слово «Провиденс» на ней отсутствует. В окончательном варианте мы видим надпись Rhode Island, даты 1636 и 1936, девиз Hope и стандартные государственные надписи, но не название города, юбилею которого посвящен выпуск. Это делает монету немного парадоксальной. Она связана с конкретным городом, но визуально говорит скорее о Rhode Island, как о более широком историческом и символическом пространстве. Через фигуру Роджера Уильямса и девиз Hope она выходит за пределы местного юбилея. Нельзя обойти стороной историю распространения. 1936 год был временным ажиотажем вокруг памятных выпусков. Местные комитеты, юбилейные организации и торговцы все чаще воспринимали такие монеты не только как исторические сувениры, но и как товар, на котором можно быстро заработать. Rhode Island оказался в центре подобных претензий. Монета продавалась по $1, но вскоре появились сообщения, что выпуск быстро распродан.
У коллекционеров возникли подозрения, что часть тиража заранее удержали заинтересованные лица, чтобы потом продавать монеты дороже на вторичном рынке. В нумизматической литературе этот эпизод часто приводят как пример злоупотребления эпохи ранних памятных монет. Подобные истории раздражали коллекционеров и постепенно привели к более жесткому обращению с такими выпусками со стороны Конгресса и нумизматического общества. Именно поэтому полдоллара Рот-Айленда интересен не только как исторический памятник, но и как рыночный документ своего времени. В нем есть сильная тема, красивая символика и одновременно след коммерческого ажиотажа. С нумизматической точки зрения эту монету нельзя назвать абсолютной редкостью. Общий выпуск около 50 тысяч экземпляров. Заметен для классических памятных монет. А поскольку монету сразу покупали коллекционеры, многие дошли до наших дней без следов обращения. Но найти действительно качественные экземпляры не так просто. Главная особенность выпуска – низкий рельеф и широкие открытые поля. Из-за этого даже небольшие следы контакта, забоины и потертости могут быть хорошо видны. При покупке важно смотреть не только на цифру оценки сохранности, но и на общее впечатление, чистоту поля, характеристики блеска, отсутствие грубых отметин и свежесть поверхности. По монетным дворам самым распространенным считается выпуск Филадельфии. Денвер встречается несколько реже, а Сан-Франциско чаще воспринимается как самая интересная и более сложная позиция в высоком качестве среди 3 вариантов. Для коллекционера Рот-Айленд может быть представлен одной монетой любого монетного двора, но многие стремятся собрать полный набор из 3 выпусков – Филадельфия, Денвер и Сан-Франциско. В высоких состояниях, особенно на уровнях 65 и 66 по международной шкале, эта монета все еще остается достижимой. Но красивые экземпляры с сильным блеском, чистым полем и минимальными следами всегда будут стоить заметно дороже средних. А действительно выдающиеся монеты уровня 67 встречаются значительно реже. Художественное отношение к халфу Рот-Айленд бывает разным. Одним коллекционерам нравится его символизм, тема религиозной свободы и лаконичный реверс с якорем. Другим дизайн кажется плоским по сравнению с такими выпусками, как Орегонская тропа, Коннектикут или битва при Антитеме. Но именно эта спорность делает монету интересной. Она не стремится быть просто красивой. Она работает как знак, как эмблема, как историческая сцена одновременно. Особенно хорошо монета раскрывается через контекст. Роджер Уильямс – это не просто человек в каноэ. Это фигура, связанная с идеей, которая позднее стала одной из основ американского понимания свободы. Провиденс – не просто город, а образ убежища для людей, преследуемых за убеждения. Именно поэтому полдоллара Рот-Айленд занимает особое место в серии ранних юбилейных полдолларов США. Он соединяет местную историю Новой Англии, религиозно-философский сюжет, государственную символику и характерную для 30-х годов историю коллекционного рынка. Сегодня эта монета остается востребованной среди коллекционеров. Она не относится к самым труднодоступным выпускам, но в красивом состоянии, особенно с чистым полем, выразительным блеском, выглядит очень достойно. Для начинающего коллекционера это возможность приобрести монету с сильной историей. Для опытного шанс подобрать действительно качественный экземпляр или собрать полный набор из 3 монетных дворов. Для коллекционеров эта монета особенно интересна тем, что показывает, за каждым ранним американским халфом стоит не только серебро, тираж, но и целый пласт истории. Иногда это история выставки и технического прогресса, иногда войны и сражения, а в данном случае надежда, религиозная свобода и поиск места, где человек мог бы жить со своей совестью. На этом у нас сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и до новых встреч!